пытался ломиться к люку запасного выхода и хотел покинуть этот самолет. Как обмануть авиакомпанию «Победа»? Остановите самолет, я выйду. Ребята, сейчас нахожусь в аэропорту Тен-Шанят, Хошимин, Вьетнам. И со мной те самые 2 рюкзака, которые чуть не стали причиной срыва рейса 2 года назад. Ну что, поучительная история о мгновенной карме. Друзья, многие из вас сталкивались, а некоторые слышали о нечеловеческом отношении авиакомпании «Победа» к своим клиентам и пассажирам. Сегодняшняя история состоит из цепочки случайностей, которые не случайны. Ну, обо всем поподробнее. 1 января 2022 года я еду в аэропорт Гагарин в предвкушении первого в своей жизни путешествия в Африку. У меня на руках билеты Саратов-Москва, Москва-Хургада. Первый перелет авиакомпании «Победа», второй, неважно какой авиакомпании. Спонтанное путешествие, и поэтому билеты я покупал 30 декабря. Первое звено цепочки случайностей случилось в день покупки билета. Я не смог докупить багаж. Летел бы я любой другой авиакомпанией, я бы никак не переживал, и моя пара этих рюкзаков могла бы полететь в ручной кладе. Но репутация у «Победы» та еще. Прибыв в аэропорт Гагарин, на стойке регистрации я узнаю, что за рюкзак надо доплатить, внимание, 2 стоимости билета. Ребята, вот за этот рюкзак 2 стоимости билета. То есть я – это 1/3, вот это 2/3 путешествия. Crazy. Я оставляю этот рюкзак в зале ожидания и иду на регистрацию вот с этим маленьким рюкзаком. Заветный посадочный талон у меня в руках, досмотр пройден, и в зоне ожидания я с кружечкой кофе ожидаю, пока все люди пройдут на борт, и размещение вот этих 2 рюкзаков будет моей личной проблемой и не доставит другим пассажирам никаких неудобств. Да и авиакомпания не в накладе. Ведь мой вес 70 килограмм, ну никак я этими 2 рюкзаками не перегружу Boeing 737. Так, ну что, остался крайний чекпоинт, это уже зона контроля на посадку. Ребят, видео для тех, как обмануть авиакомпанию «Победа». Смотрим, удивляемся. Напоминаю, что мой рейс 1 января утром, у всех праздничное настроение. Но так как я пошел на эту хитрость, у меня волнение, легкий мандраж, как будто я какое-то преступление совершаю. Улыбаюсь девчонкам, они пускают меня на борт. Я выдохнул, мой внутренний ребенок ликовал. Система сломалась. Захожу на борт, и тут случилось непредвиденное. Старшая стюардесса откуда-то достает этот шаблон, в который меряет ручную кладь, и просит засунуть туда мой рюкзак. Да, представьте, в «Победе» в самолете есть шаблон. Он при любых раскладах не войдет в эту рамку. Так у меня еще под курткой второй. Я на максимально дружелюбной волне пытаюсь с ней поговорить, выложив все железобетонные доводы. Говорю, девушка, посмотрите, самолет заполнен наполовину, а может быть и на 1/3. Мой рюкзак никому не доставит никаких неудобств. И она все равно настаивает на своем, запихивайте его туда. Я положил его сверху, он туда не помещается. Она просит положить сверху мой посадочный талон, и она хочет это все дело сфотографировать. И тут я понимаю, что своим поступком я подставляю всю цепочку, которая была до. И я пытаюсь достучаться до ее сердца. И говорю, пожалуйста, не делайте этого, ведь сегодня 1 января, и вы ради какой-то галочки, ради какого-то плюсика подставите других людей, которые точно так же, как и вы, трудились 1 января, когда все дома отдыхали и встречали Новый год. Соответственно, я ставлю этот рюкзак в эту рамку, она фотографирует, сохраняет. И я со словами «что мы излучаем, то и получаем» иду к своему креслу. Я даже представить не мог, что мои слова материализуются настолько быстро. Мое место было с краю, и через проход от меня сидел мужчина в изрядно выпившем состоянии. Он уснул, как только погрузил свое тело в кресло, и проснулся, как только колеса оторвались от бетонки.
Сразу же он отстегнулся и пошел в туалет. Естественно, в наборе высоты нельзя гулять по салону, его начинают возвращать на место, он не понимает, что происходит, перепутал свой ряд, сел в другое кресло. И наш предыдущий персонаж стюардесса в скверном состоянии духа, в скверном настроении пытается его вернуть обратно. Недостаточно напитав свое эго негативными эмоциями, он докапывается на том, что он летит без маски, заставляет его одеть, он отказывается, то есть у них завязывается перепалка. И вместо того, чтобы в полете на борту сглаживать все эти углы и разбираться уже по прилете, она начинает додавливать этот конфликт и возводить его в новую степень. После какой-то продолжительной ругани между этим пьяным телом и стервозной стюардессой, этот чувак решил пойти ва-банк и говорит: раз вам не нравится, что я без маски, остановите самолет, я выйду. Они всем составом не могли его угомонить. Он не был агрессивный, но вот эта вот пьяная навязчивость была также возведена в степень. Он начал ломиться к аварийному люку и говорит: ребята, до свидания. И весь оставшийся полет мы провели в ситуации пассажиром, который периодически пытался ломиться к люку запасного выхода и хотел покинуть этот самолет. По прибытии во Внуково нашего пассажира уже ждал наряд милиции. Самолет я обычно покидаю крайним, и когда уже все вышли с самолета ко мне, она же подошла и говорит: а вы не могли бы подписать бумагу, что вот этот человек совершал там такие-то действия? Я сказал: извините, но лично мне он не мешал, и подписывать ничего не буду. Ребята, как думаете, что явилось причиной того, что этот чувак проснулся на взлете и устроил спектакль? Мне кажется, если бы она не остановила меня с этим рюкзаком, то ничего этого бы не произошло. Точно так же, как и не произошло бы с нами ничего плохого в жизни, если бы мы не совершали определенных действий и поступков. Так в чем же причина такого ужасного отношения авиакомпании к своим клиентам, которые, между прочим, кормят ее? Кто является генератором зла, а кто потом накидывает это зло на маховик? Я думаю, что в большинстве своем в авиакомпании трудятся честные и добросовестные люди. Но есть кучка дегенератов или эффективных менеджеров, которые пишут эти инструкции и мотивируют других поступать не по совести. А также некоторые лизоблюдские сотрудники спешат выполнять эти инструкции, возводя их в степень абсурдности. Я сам не святой и не знаю таковых. И даже если когда-то до этого мы спотыкались, самое главное сделать правильные выводы и дальше жить по совести. И если у вас на местах есть инструкции, которые вам предписывают выполнять, вы всегда можете действовать по обстоятельствам. Всегда можно сделать выбор в пользу человечности. Ребята, давайте будем оставаться людьми. Все, всем желаю мира и добра, спасибо за внимание.